Привет, друзья! С вами снова канал Небеглый. И мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. На прошлой неделе нам с вами пришлось наблюдать за продолжением интимного онлайн-батла между Латушко и Карпушонок. Скажу прямо, удовольствие не из приятных. Ну что делать, если итогом 5 лет борьбы с режимом для Демсил во главе с Тихановской и Латушко стали именно такие новости? И пока один разгребает последствия своих сексуальных похождений, вторая на минувшей неделе делала то, что у нее получается лучше всего. Фотографировалась с европейскими политиками, а мужа отправила осваивать американский рынок донатов. Видимо, там еще много белорусов в розовых очках. И, видимо, оттуда Сергей Тихановский будет готовить свой сокрушительный удар по режиму, продавая попутно фирменные котлеты за бешеные деньги. Но давайте обо всем по порядку. И прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал Небеглый. Именно ваши подписки, лайки, комментарии и репосты помогают развиваться нашему независимому каналу. И именно ваша поддержка помогает продолжать нам говорить правду без купюр. Поехали. Ситуация вокруг взаимоотношений Латушка и Карпушонок зашла уже довольно далеко. И если информация о том, что и одна, и другая сторона конфликта подали заявление в суды, является правдой, то нас ждет, наконец-то, честное разбирательство. И радует, что заниматься им будут не какие-то там внутренние комиссии в структурах Демсил, а реально независимые органы. Потому что в этом смысле доверия к нашим структурам нет. В том числе по той простой причине, что они не последовательны в своих словах и действиях. Когда Стрижак рассылал свои дикпики, то практически все вокруг встали на сторону оскорбленных женщин. И прикорытные СМИ, и правозащитники, и публичные персоны, и даже жена первого леди. При этом история Стрижака не получила пока никакого развития. Нет ни исков от оскорбленных женщин, ни расследований со стороны компетентных органов. Выглядит так, что заинтересованные в устранении конкурента получили желаемое и дальше спуская ситуацию на тормозах. А для успокоения общественности предложили какую-то внутреннюю комиссию Байсола, которая якобы проведет расследование. В ситуации же с Карпушонок и Латушко дела обстоят по-другому. Здесь пострадавшая женщина вроде бы имеет доказательства сексуального преступления и даже подала соответствующие документы в суд. Имеет она их пока что только с ее слов, но тем не менее. И что мы видим со стороны тех, кто месяцем ранее защищал права женщин от харассмента и сексуальных домогательств? Правильно, ничего нового. Обвинение в работе на КГБ самой Карпушонок. И заодно тех белорусов, которые оказывают ей поддержку в соцсетях. А что же белорусские феминистские организации и публичные правозащитницы не поддерживают Карпушонок? Или это не так безопасно, как поддержать наезд на Стрижака, когда его целенаправленно мочили? Видимо, так можно и без финансирования остаться, если вдруг поддержишь не ту сторону. В этой ситуации у меня нет предпочтений к одной или другой стороне. И я никоим образом не защищаю Андрея Стрижака. Я лишь за то, что перед моральными нормами и законом должны быть все равны. И каждый должен отвечать за свои действия. В противном случае в нашем небольшом белорусском комьюнити в эмиграции мы снова видим все признаки лукашизма. И, к сожалению, очень многие из представителей Демсил, журналистов, блогеров и простых белорусов помогают построению этого режима в обмен на доступ к корыту. Вокруг Латушка на неделе разгорелся еще один скандал. В инфополе всплыла информация о том, что его почту взломали, и даже были выложены в сеть подтверждения этому.
В ответ от Пал Палыча мы услышали какое-то невнятное оправдание, что, мол, никакого взлома не было. Ну и параллельно он снова обвинил, на всякий случай, всех в работе на КГБ. Создается впечатление, что прежде чем читать какую-либо новость со своей фамилией, Латушка сначала обвиняет несогласных с его точки зрения в работе на КГБ. В данном конкретном случае Латушка сказал, что никакого взлома не было, а доступ к почте имела госпожа Мельникова. Видимо, таким образом Латушка уже начинает снимать с себя ответственность за возможные последствия взлома. И снова мы видим стандартную для земсил ситуацию, когда проблемы с информационной безопасностью замалчиваются, а потом мы получаем новых политзаключенных, появление которых виноват и режим, и те, кто якобы с ним борется. Вот такая вот печальная картина. Пока в Европе бурлят страсти, на американском континенте продолжается подготовка к сокрушительному удару по режиму со стороны Сергея Тихановского. Видимо, он решил забраться подальше, чтобы разогнаться посильнее, чтобы удар оказался действительно сокрушительным. Но для этого, естественно, нужны деньги, которые в Европе не удалось собрать. Поэтому пришлось ехать стричь американских овец. Мы пока что не будем останавливаться на том, как Сергей Тихановский в принципе смог получить визу в США и спокойно туда поехать. Бывшие политзаключенные, которые бежали из Белоруссии, поймут, о чем я. Ведь буквально пару недель назад Тихановский утверждал, что не может работать в ожидании решения по документам. Это было в одном из стримов, в котором он в очередной раз просил денег то ли на оборудование для стримов, то ли на наушники, то ли на первый сокрушительный удар. Возможно, его первый удар и заключался в покупке оборудования для себя любимого. Так вот, пока что турне Тихановского выглядит удручающе, как и стримы на его канале «Страна для жизни». Единственное, кто работает не покладая рук, это модераторы трансляций. Видимо, охраняют Сергея от неудобных вопросов, чтобы сохранить его душевное равновесие и покой накануне сокрушительного удара по кошелькам американских белорусов. Ой, простите, по режиму Лукашенко. Вот только все больше похоже на то, что никакого удара не будет, и он даже не планировался. А планировался очередной сбор денег с белорусов, которые по-прежнему верят и надеются вернуться домой, в новую Беларусь. Только не в ту Беларусь, которая будет ручные СМИ, жесткая цензура и круг избранных, которые охраняют себя от любопытных глаз с помощью соглашений о неразглашении. В такую можно возвращаться хоть сейчас. Она отличается только лицами, которые находятся у корыта. Нам нужна по-настоящему демократическая и ориентированная на человека страна, строить которую мы должны уже здесь и сейчас. И каждый должен начать с себя. Но вернемся к нашим реалиям. Пока муж первой леди готовит возможный запасной аэродром за океаном, сама Тихановская пытается выбить хоть какие-то деньги из европейских чиновников. Естественно, деньги на демократию и поддержку политзаключенных, число которых, благодаря Говину и прочим инициативам, продолжает расти. На этом фоне обнадеживающе выглядит второй разговор Трампа с Лукашенко по поводу освобождения политзаключенных. Идет торг, и это очевидно. Конечно, все детали торга мы вряд ли узнаем, но в данном случае есть надежда на амбиции Трампа, которому на фоне невозможности договориться с Путиным нужен хоть какой-то результат по миротворческому направлению. Но пока идет этот торг,
Наши так называемые лидеры и демструктуры заняты более близким им занятием — сексуальным скандалом имени Латушка. Пал Палыч, понимая, что запахло жареным, начал активно защищаться и специально уводит наш с вами фокус внимания. Он пытается выдать банальную бытовую ситуацию за большую политическую игру. О том, были ли домогательства со стороны Латушка Карпушонок, разберутся соответствующие органы. Ну вот что непонятно, зачем ОПК и КС высказались в безусловной поддержке Латушка? А если окажется, что факт домогательства имел место, тогда что? Все подписавшиеся, безусловно, поддерживают такие действия, хотя была на неделе и правильная мысль со стороны наших демструктур. Пришла она от блока «Воля» из Координационного совета. Члены этого блока настаивают внедрить процедуру использования полиграфа для делегатов и ответственных сотрудников КС. Идея, на наш взгляд, верная, но хотелось бы внести одно предложение. Проводить процедуру проверки на полиграфе должны независимые эксперты, а не байпол или белпол. И начать нужно с так называемых лидеров — Тихановской, Латушка и их ближайших соратников. Из-за похождения Латушка как-то незаметно прошла новость о том, что Стася Глинник тоже покинула кораблик под названием «Офис Светланы Тихановской». Это уже стало системой. Каждую неделю кто-то покидает команду офиса. Причем покидают люди из числа тех, кто был в команде в самые хлебные времена. Неужели они что-то знают о том, что эти самые хлебные времена заканчиваются? Так может, такими темпами скоро очередь дойдет и до непотопляемых Добровольского, Лебедька и Вечерка-младшего? А пока офисные борцы с режимом меняют сферу деятельности, место жительства и, возможно, гражданство, в Беларуси на полную мощность раскручивается маховик репрессий по делу Гаюна. Реальный масштаб трагедии от преступления и халатности Матолька и тех, кто его покрывает, мы точно не знаем. Но очевидно, что речь идет о сотнях белорусов. И наша с вами задача — не допустить, чтобы виновным за этот слив все сошло с рук. И в целом пора прекратить поддерживать эти псевдоструктуры, которые сделали протесты 2020 личным бизнесом. Пора прекратить молчать и давать возможность самозванцам говорить от нашего с вами имени с европейцами и американцами. Но при этом не нужно надеяться, что западные партнеры будут решать наши с вами проблемы. Во многом из-за нашего с вами молчаливого согласия нынешние так называемые лидеры позиционируют себя как те, кто представляет интересы белорусов в Европе. А ведь на самом деле представляют они лишь шкурные интересы, свои и своих приближенных. А простым белорусам приходится выживать в эмиграции. Причем делать это становится все сложнее и сложнее из-за ужесточения законодательства в отдельных европейских странах. Поэтому призываю всех белорусов, которые реально смотрят на вещи и не питают иллюзий по поводу происходящего, хватит кормить политических аферистов. Кормить их своим молчаливым согласием, донатами и страхом. Публично высказывайте свои обоснованные претензии. Помогайте реальным инициативам и конкретным политзаключенным. Не бойтесь тех, кто паразитирует себя на общей беде белорусов. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Предстоящая неделя обещает быть снова нескучной. Поэтому мы держим руку на пульсе и готовим для вас очередной честный дайджест. Поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. Оставьте свои комментарии и задавайте вопросы. Поддержите наш канал лайком и подпиской. С вами был канал Не Беглый. Скоро увидимся.